Последние 2 года несколько человек часто спрашивали меня, когда новое видео по Геншину. Ну или несколько десятков тысяч человек. Но у меня в этот период жизни были серьезные проблемы с психикой. Пожалуйста, хватит. Умоляю, заткнись. Не ной. Ладно, и если вам кто-то говорит, что Геншин это плохая игра, потому что в ней нужно выбивать персонажей, этот человек никогда не играл в Геншин. Ведь вот где вам нужно выбить самого персонажа, а здесь все остальное. Примерно на самом дне Михуё дают вам в обновлении 4-звездочную палку обоссанную. И за эти годы я бросал Геншин, возвращался в него, видел, насколько много добавили новых непропускаемых диалогов, написанных нейросетью, и снова уходил в игры, где поменьше пиздец. Говорят, что если начать играть в Геншин с нуля, то можно вернуть себе то ламповое чувство, когда игра только вышла. Но я и мой десяток аккаунтов с вами не согласны. Мне так не кажется. Баждожья, опустите меня! Поэтому я нашел для себя собственный путь, как снова полюбить Геншин и вернуть наши крепкие абьюзивные отношения. Я просто изменял Геншину несколько месяцев сразу со всеми его бесплатными клонами. Но на словах это казалось дешевле, чем в реальности. Готовьте денежки, молодой человек. И самым странным клоном для меня стала Нина Куни. Так и не понял, кому и что там делала Нина, но игра для 12-летних криптобизнесменов. Короче, либо ты покупаешь, либо не покупаешь. Тем не менее, я был реально удивлен этой игрой. Красивые полноценные катсцены, аниме, русский перевод, практически работающая ПК-версия. Все как в оригинальных 2 частях. Нинка буквально каждую минуту говорит: Я хороший, я такой хороший. а потом пролог заканчивается. На самом деле я Проблема даже не в том, что за стоимость базового доната можно купить сразу 2 прошлые части по скидке, а в том, что Нина Куни Кроссворд — это игра. Но не совсем. Игра играет сама в себя. Функция авто здесь практически во всем. Автобой, автобег, автовыполнение квестов. И только донат не авто. Кредитную карту придется водить вручную. Не жизнь, а сплошной чил. И ладно бы здесь, в гаче, были какие-то фэнтези-милфы. Ну или 500-летние лоли. Но за деньги мне предлагают выбить только сказочных тварей. Как хорошо, что люди еще не настолько сошли с ума, чтобы донатить на покемонов. Правда же? 22 миллиона долларов за 3 гребаных часа! Зато вон какая графика красивая в магазине. В игре, наверное, еще лучше. Правда же? И хоть это очередное фэнтези про избранного, не вижу в этом никаких проблем. Главное игнорировать еще несколько десятков таких же избранных на экране, потому что это ММО. Ты избранный. Все понял. Я бы еще рассказал про безумное количество контента, но в какой-то момент игра начала мне предлагать заработать денег. И перейдя по ссылке, я узнал, что Нина Куни — это криптопирамида, а с вирусными программами есть только одно решение — удалить компьютер. Найс. Чуть поприятнее вхождение у меня было в гачу Noah Heart. Тут и персонажи сражаются вместе. И карта размером с обычную такую планету. Сами персонажи, правда, выглядят как дети. А такое мы осуждаем. Согласны только на лолей. Если увидишь мусорскую мазь, то свистни. А я устрою дестрой! И только один незначительный минус я заметил. Игра мертвая. Хоть в нее и продолжают играть фанаты, игнорирующие этот косяк разработчиков. Я сдаюсь. Не сдавайтесь. Я сдаюсь. Не сдавайтесь. Я сдаюсь. А вот самым наглым клоном в этом году можно назвать Downlands. Как эти китайцы вообще посмели взять хорошую игру и добавить в нее Геншин? Это все не мое. Ты украл это? И я бы посоветовал игрокам Вальхейма напрячься. Ведь мало того, что Downlands бесплатная, так еще и рецепты на крафт в ней не нужно искать. Рецепты на крафт здесь выбиваются в гаче. Какую психушку? Вы че, угораете? Многие, конечно, задумаются, при чем тут вообще Genshin Impact? Так вот, я тоже не знаю, зачем разработчики скопировали из Геншина меню персонажа, магазин, экраны загрузки, статуи регионов, врагов, загадки и вообще весь интерфейс. Зато вместо Паймана у нас внезапно сова. А я думал... И я, конечно, увидел много китайских инноваций для этого видео, но даже я был в шоке от платной подписки на мультиплеер. Хорошо, хоть игру устанавливал на приемный телефон. Даже сжигать как-то почти не обидно. Но на одном Вальхейме эти разработчики не ограничились. И ответили на вопрос, что бы было, если бы Геншин вдруг внезапно стал шутером. Вышла какуля. Конечно, я всегда хотел огнестрел в Геншине, но немного по другой причине. Ну вот.
Внутренний покой. И в игре Snowbreak я нашел лично для себя 3 весомых плюса. В баннере новичка дают легу, за прохождение квестов дают легу, да даже оружие легендарное можно получить бесплатно. А в Геншине хоть крути ивентовый баннер, хоть новичка, итог будет один. А пока Nintendo Boy тренирует покемонов, в Snowbreak мы тренируем лолях, чтобы потом их заромансить. А если ты задоначишь 99.99, то получишь мультик. Другой мультик. Но самый главный плюс, Snowbreak не заставляет себя играть много времени. Вам энергия не позволит. А вот на дополнительную работу еще как мотивирует. Мотивать надо поднять. Гача покемоны были, лоляхи были, трапы были, девушки с пушками тоже. Осталось только выпустить гачу про девочек на танках. Правда, настоящим мужикам в словах девочки и танки, девочки реально лишние. Ведь настоящие танкисты продолжают играть в оригинальный World of Tanks. Ну зачем взрослому и состоятельному мужчине с женой и детьми еще и в игре себе выбивать сразу жену ребенка, когда можно сесть за любой из 800 танков, каждый из которых был воссоздан с максимальной точностью, и пойти с корешами в любимый режим. Будь это 7 на 7, 15 на 15 или исторические события, где в каждом из режимов более чем 30 уникальных детализированных карт с разнообразным рельефом пустыни, равнины и города. Ну или пойти в ивентовый режим, который в оригинальном World of Tanks постоянно не только меняет геймплей, но и награды сыпет щедрые. И сейчас самое лучшее время начать играть с нуля. Ведь World of Tanks стал не только максимально щедрым и комфортным для новичков, но и по моей ссылке и промокоду Combat можно получить 250 тысяч кредитов, британский танк 6 уровня, 7 дней премиума и целых 3 премиум танка 6 уровня на 10 боев каждый для максимального ускоренного прогресса. Все ссылки в описании. И раз тут уже пошли нестандартные геншины, есть у Хуё-Михуё еще одна игра, которую очень любят копировать. Поэтому объявляю Геншин перерыв. И пока что у Ханка Импакта есть 2 клона, которые еще живы. Punishing Grey Raven и Aether Geyser. Отличаются они друг от друга в мелочах. В Aether Geyser более удобное управление, а в гаче вместо молитвы или прыжков мы будем лолей. Не то чтобы лолей не было в Punishing, но там с ними немного другое взаимодействие. Я тут притаился! А так как в Punishing все персонажи роботы, уровень нюцев перешел на следующий этап развития человечества. Отлично! Я давно это хотел. Ну а самое худшее, что может случиться с тобой в такой игре, если выпадет мужик. Детку хочешь со снеговиком или с ангелочком? Ангелочек. Со снеговиком. Ангелочек! И если выбирать из этих 2 игр что-то одно, я остановлюсь на Punishing, потому что в ней более глубокая боевая система, больше контента, больше бюджет, официальная коллаборация с Нир Автомата, но еще никто дынями не дергает каждые 5 секунд. Да пошла твоя физика на... Но все эти игры только пытались подражать Михуё. Ведь существует игра, которая буквально скопировала у Геншина абсолютно все. В Геншине разлом, в Tower of Fantasy разлом, в Геншине можно плавать, в Tower of Fantasy можно плавать еще раньше, в Tower of Fantasy можно купить легендарки за кэшбэк, в Геншине нельзя. Это грустно. Но самое главное отличие Tower of Fantasy от Геншина — это ММО, где нужно самую малость немного больше фармить. Каждый божий день! Но в самом факте ММО нет ничего плохого, если игра не собирается умирать в ближайшее время. Пацаны, что случилось? И в такой ситуации, когда у игры падает онлайн, разработчики пытаются привлечь аудиторию с других платформ, как это сделал Warframe, который есть даже на Switch'е. Но что делают разработчики Tower of Fantasy? Выпускают игру исключительно на единственной консоли, где есть Genshin. Xbox Series X или PlayStation 5. PlayStation 5. Ты что, дурак? Но чтобы быть объективным и усидеться на 2 стульях сразу, что в Геншине, что в Tower of Fantasy есть свои преимущества и недостатки. Подводный мир откровенно интереснее в Тауре. В Геншине максимум с тюленей можно покекать. А за рыбалку в обеих играх я могу даже похвалить разработчиков, если они ее удалят. Не клюет! Но если говорить про весь открытый мир, то Геншин на совершенно другом уровне, до которого Tower of Fantasy никогда не доберется. В Tower of Fantasy мне хотя бы разобраться, как к сундуку добраться. Какой дегенерат вообще создал это место? Пошло нам на это путешествие. Ёбаные джунгли. Можно, конечно, упомянуть про целый RTX город, боевую систему, мини-игры, транспорт, но в этом нет абсолютно никакого смысла. Ведь скоро выходят игры, которые не просто похоронят Tower of Fantasy, но и заставят Хуё-Моё реально работать над Геншином. Я спросил! Так, есть ли у нас
Проблемы! И на данный момент еще не вышедший Project Mugen — это самое амбициозное, что я вообще видел на телефоны. В одной игре сразу и город из GTA, и ролевая система из Персоны, и битвы лучше любого Геншина. У нас их теперь много, выбирай любой. А перемещение по городу вдохновлено Человеком-пауком. Я сказал кончать. Прям покадровое вдохновение. А главная злодейка в игре — это вообще огромная бабенца с 200-тысячным размером груди. И пока фанаты PlayStation будут играть в своего паучка за 10 тысяч, мы будем в это время, но в принципе ждать. Анонс картинки даты выхода еще в разработке. Ну заплачь. Мне, конечно, до сих пор сложно поверить в правдоподобность этой игры, и даже не потому, что в ней на каждом сантиметре RTX, iPhone 15 Pro от такой графики уже в Ютубе нагреется, а потому что игра анонсирована даже для PlayStation 4. Не надо давать мне надежду. Но надежду мне дают два фактора. Во-первых, это китайцы. А китайцы никогда не обманывают о качестве игры. В основном они наши кошельки наеб. И во-вторых, видно, что разработчики прям какие-то культурные гики. Тут и отсылка на Человека-бензопилу, Персону, Звездное дитя и даже Арифурету. В то время, пока в Геншине у нас отсылка на квесты, созданные нейросетью. Мне уебать! Какая разница? И я надеюсь, что команда Геншина одумается, уволится и Михуё наймут реальных людей. Потому что я хочу развития сюжета в Геншине. Того сюжета, которое заложила оригинальная команда разработчиков. What's up, baby? Потому что сейчас с вот этим вот конкурировать даже будущим играм Михуё невозможно. Мое ощущение — полная беспомощность. К сожалению, подобных надежд на еще два не вышедших клона Геншина у меня нет. Wuthering Waves. Это буквально Геншин 2.0. Но игра нацелена четко на китайский рынок. И судя по их прошлой игре, которая уже 4 года, перевод будет. Никогда, когда? Помимо этого, разработчики решили еще исправить проблему Геншина, когда мы зачищаем локацию и больше в нее не возвращаемся. Исправить, правда, по-китайски. В старых локациях нужно будет фармить 24/7. А сами персонажи выглядят скорее как то, что можно создать в редакторе Tower of Fantasy, чем то, что люди будут выбивать за деньги. Хотя люди и покемонов гачи выбивают. Так что ставлю этому делику 120 баксов из free-to-play. Но на эту игру я хотя бы сделаю обзор своей кредитной картой. А вот то, к чему я даже прикасаться не буду, так это 7 смертных грехов Геншина. Плюсы у нее, конечно, есть. Это красивая графика и боевая система. На этом плюсы фейкового трейлера заканчиваются и начинается настоящий трейлер. И мне, как фанату аниме 7 смертных грехов, конечно, нравится идея поиграть в открытом мире за тех самых персонажей с глубокой историей. В основном потому, что в Геншине сейчас не персонажи, а шляпа. В буквальном смысле. Но все надежды испарились ровно в ту секунду, когда я узнал, что издатель этой игры — Netmumble. Нет, дерьмо! И Netmumble — это когда берется аниме и добавляются щепотка гачи. А еще 3 батл пасса, 3 батл пасса на персонажей, с покупкой каждого уровня отдельно, 2 пропуска новичка, сразу 3 луны из Геншина за 115 баксов. Ну и мое самое любимое — покупка абсолютно всего, что есть в игре. Возможно, игрокам Ни на Куни показалось что-то общее с их игрой. Вам не показалось? Я снова вернулся! Поди подмойся! Но пока все эти игры не вышли, пойду и дальше по дешевке донатить в Геншин, Ханкай и Tower of Fantasy через сайт donatов.net. Ведь их цены ниже, чем в самой игре. И, видимо, я уже столько задонатил, что даже создатели сайта со мной связались. Ты больной? И запустили в моем телеграме денежный розыгрыш на 30 победителей. А если этот лайк наберет 60 тысяч видео, и я выпущу исключительно объективный обзор по каждой из этих 3 бесплатных игр. Сорян, крыша, денег на бесплатные игры сейчас нужно много. Буду представлять, что моя крыша — это бусти подписчики. Дырявенько, конечно, зато все так по-домашнему. We can never control the